Это будет краткий пересказ фильма «Любовник». Пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал. Поехали. Фильм начинается в наши дни, около 1980 года, когда Жанна Моро за кадром в роли пожилой Дюрас читает начальный абзац романа. Затем сразу же следует воспоминание о том, как в 1929 году, во второй половине дня на берегу реки Меконг, в тот день юная летняя девушка возвращалась в Сайгон, как и 28-летний богатый китаец. Они вместе прибывают на паромную переправу через Меконг. Она на общественном автобусе, а он на своем черном лимузине Морис Леон Балет. На девушке старое шелковое платье без рукавов, золотые туфли на высоких каблуках и мужская розовая фетровая шляпа, украшенная черной лентой. Волосы она заплела в косички, а губы накрасила блестящей красной помадой. Молодой человек, безупречно одетый в белый хлопчатобумажный костюм, выходит из своего лимузина и подходит к девушке. В этот момент мы видим предыдущую ночь в семейном доме девушки в Садек. Она знакомится с ядовитой атмосферой, пронизывающей его, встречаем ее старшего брата семейного тирана, ее слабого младшего брата и ее вялую пожилую мать. После мы возвращаемся на паром, где китаец предлагает девушке подвезти ее до Сайгона. Она принимает его предложение подвезти его до города и тем самым вступает в длительную запретную любовную связь. Каждый из последующих дней китаец приезжает на своем черном лимузине к лицею, где учится девушка, и отвозит ее в пансион, где она ест и спит. Вскоре однажды днем он забирает ее из пансионата, и они идут к нему в Гарсоньеру, в Чалон, китайский квартал Сайгона. Гарконьер – это холостяцкая квартира, предоставленная ему отцом. Именно там у пары и происходит первый любовный контакт. В течение следующих 18 месяцев пара бесчисленное количество раз встречается в этой квартире и развлекается по полной программе. В течение фильма мы видим 3 таких встречи, каждая из которых происходит по разным причинам. Позже ситуация, в которой оказывается влюбленный, поистине романтична и трагична. В колониальном обществе не может быть и речи о том, чтобы она, белая девушка, вышла замуж за китайца. Китайские традиции запрещают ему жениться на ком бы то ни было, особенно на белой девушке. Его жену будет выбирать его сам отец по социально-финансовым причинам. Кроме того, после их первого любовного контакта, поскольку она больше не невинна, он не может больше принимать ее в качестве своей жены. «Девушку это совсем устраивает», – отвечает она, – «поскольку он китаец. А я не очень люблю китайцев», – утверждает она. Таким образом, они знают, что их роман обречен с самого начала, но тем не менее продолжает его до жестокого и неизбежного конца. В конце концов, девушка хочет показать свой приз семье и удовлетворить ее любопытство. Они устраивают ужин в городе для своей семьи, чтобы познакомить ее с любовником. В результате все заканчивается катастрофой. Мать и 2 брата наедаются до отвала, напиваются и не разговаривают с китайцем, за исключением ее старшего брата, который оскорбляет его и пытается спровоцировать драку. После ужина группа отправляется на танцы. Младший брат и девушка танцуют вместе, намекая на своеобразные, немного кровосмесительные отношения, которые существуют между ними, и пробуждают ревность китайца. Впоследствии это приводит к жестокой сцене между девушкой и китайцем в его квартире. Поскольку китаец щедр, семья делает вид, что не задумывается об их отношениях, которые, вероятно, существуют между ним и девушкой. Однако в глубине души мать возмущена отношениями дочери с китайцем, и у нее происходит несколько жестоких сцен с девушкой, усугубляемых злобным вмешательством ее старшего тупого брата. Позже китаец женится на молодой, богатой китайской девушке, которую выбрал для него его отец, в красивой оформленной китайской церемонии. Свадьба проходит в очень праздничном настроении, что резко контрастирует с поведением китайца, а девушка бесстрастно наблюдает за всем этим происходящим. Через несколько дней после свадьбы девушка спокойно уезжает во Францию. Она опирается на поручень, одетая в ту же одежду, что и во время первой поездки на пароме. Когда ее лодка отчаливает, она в последний раз видит длинный черный автомобиль на пирсе и чувствует его пристальный взгляд на нее. Много лет спустя китаец приезжает в Париж со своей женой. Он звонит ей по телефону и, как она говорит ей, что все было как прежде, что он по-прежнему любит ее и никогда не перестанет любить, что будет любить ее до самой смерти. И на этом заканчивается эта прекрасная трагическая история о любви. В голливудском фильме влюбленные могли бы сбежать и жить долго и счастливо, но это реальная жизнь с ее неизбежными правилами. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свои мысли в комментарии. Также посмотрите эти видео, и я желаю вам хорошего дня.